Друзья, всех приветствую на моем канале о грузинском футболе. Вы правильно сделали, что кликнули на это видео. Здесь 20 минут интервью с Хвичей Кварацхелия перед первым матчем 1/2 финала Лиги Чемпионов в Лондоне. Интервью, надо сказать, очень интересное. К сожалению, сам журнал Лиги Чемпионов дал только его короткую версию, но мне удалось достать оригинал. И с помощью Дмитрия Николишвили, большого фаната тбилисского «Динамо», удалось это интервью перевести. Друзья, это полностью некоммерческий проект. Мы делаем это из любви к грузинскому футболу. Если вы хотите поддержать подобные материалы, пожалуйста, переходите по ссылке, отправляйте свои донаты. Таких материалов будет становиться еще больше. На грузинском выходит немало материалов. Ну, вы можете здесь еще по QR-коду тоже перейти и отправить свой донат. Мы принимаем пожертвования как и на карты грузинских банков, так и с других счетов. А вам приятного просмотра. Хвича рассказал много интересного. Надеюсь, что вам понравится. И пишите в комментариях ваше мнение об этом интервью. Еще прошлым летом чувствовалось, что были предложения от грандов, но трансфер случился в середине сезона. Почему ты выбрал именно ПСЖ? Я уверен, были и другие предложения от команд высокого уровня. Да, начну с того, что предложения были от многих команд, но, наверное, большую роль сыграло то, что ПСЖ хотел меня подписать еще в прошлом году. У меня был разговор с президентом, спортивным директором и тренером. Огромную роль сыграло их большое желание, чтобы я играл за клуб. Когда я увидел, как они хотели меня подписать и насколько мне доверяют, тогда я решил прийти сюда. Еще, конечно, из-за того, что тут играют очень сильные футболисты, и играя с ними, есть и будет возможность выигрывать много трофеев. Наверное, наибольшую роль сыграла именно это. Вообще, смена клуба посреди сезона — это ведь всегда своего рода вызов, адаптация к новым методам в тренировочном процессе, к новой системе игры, и это не так просто. Наверное, всем известно, когда трансфер происходит зимой, это не очень просто. Для футболиста очень сложно приходить в клуб посреди сезона. У тебя меньше времени на адаптацию, но думаю, что уже хорошо адаптировался. Это, наверное, заслуга персонала, тренеров, клуба и, конечно, футболистов. Они тепло меня приняли, и я очень счастлив здесь. Все это помогает мне лучше показывать себя на поле. Конечно, это очень важно, когда команда тебя так тепло принимает, и ты чувствуешь, будто уже давно часть этого коллектива. А вспомни, пожалуйста, свое первое впечатление, когда ты пришел в ПСЖ. Ведь довольно быстро фанаты начали петь о тебе песни, и было видно, что и с одноклубниками ты очень быстро подружился. Да, да, это мне и помогло. Меня моментально приняли в свою семью, и я был очень счастлив, и, наверное, это и помогает мне лучше показывать себя на поле. Я стараюсь это делать. Я ощутил большую любовь и поддержку со стороны болельщиков с самых первых минут в клубе. На поле тоже был очень счастлив почувствовать себя действительно большим футболистом для этой команды. А все потому, что клуб дает тебе это почувствовать, с тобой обращаются именно так, что ты понимаешь, что ты уже большой футболист. То есть можно сказать, что первым впечатлением было то, что у тебя повысилась самооценка? Да, да, я почувствовал себя большим футболистом, ощутил, что попал в очень большой клуб. Думаю, это очень важно для любого игрока. Тут еще большую роль сыграло то, как клуб обо мне позаботился. Мне оставалось думать только о тренировках и о футболе. Все остальные вопросы клуб закрывал, а это очень важно для каждого футболиста. Для того, чтобы думать только о тренировках, нужен хороший тренировочный центр. Здесь, в Париже, замечательные условия, тренировочной базе всего год. Многим известно твое требовательное отношение к тренировочным базам. А что тебе именно нравится здесь? Слушайте, да жаловаться не на что, все на высшем уровне, у тебя есть все, чтобы тренироваться индивидуально, быстро восстанавливать силы. В общем, на базе есть все, и это помогает футболистам, когда игры у тебя раз в 3 дня. Это очень важно. И мы используем почти все ресурсы, какие есть на базе, штаб врачей, все для физической подготовки. Это чертовски выручает.
Ты можешь прийти, отдохнуть, позаниматься индивидуально. Я отметил и качество газона на полях академии, место отдыха, комнаты для проживания. Клуб создает все условия для развития каждого игрока, причем как и академии, так и первой главной команды. Париж хорош не только для работы, это также известный аттракцион и для туристов, но жизнь там все-таки другая. Нравится ли тебе это и чем отличается Париж от тех мест, где ты жил ранее? Да, всем известно, что Париж один из лучших городов мира, и я очень счастлив, что мне довелось попасть в такой город и в такой клуб. Наверное, о таком можно было только мечтать, попасть в классный город и классную команду. На мой взгляд, город тоже очень важен, когда у тебя есть семья, живущая с тобой в этом городе. Важно, чтобы он был тихим, мирным, и здесь я счастлив со своей семьей. Тут мы чувствуем себя хорошо, у нас есть возможность выйти прогуляться по городу. Плюс здесь немало туристов, и можно почувствовать себя не так, как в других городах. Это очень приятно, что тут ты чувствуешь себя так свободно. До сих пор ты уже многое пережил, но лучшие годы еще, конечно, впереди. Сейчас ты упомянул семью, и мы помним разные празднования твоих голов, но чаще всего ты посвящаешь забитые мячи именно супруге. Хотя сейчас распространилось видео, где ты тренируешь Дамиана ударять по мячу левой ногой. Стать родителем — это новая роль в жизни. Наверное, это самое важное. Как ты чувствуешь себя в этой роли? Наверное, быть отцом — это самая важная и ответственная роль. Она меня сделала очень сильным. Я понял, что должен отвечать теперь и за своего сына. Делать что-то, что ему понравится, быть для него примером. Сейчас я стараюсь делать для него все необходимое, ну и поступать с ним так, чтобы, когда он вырастет, он гордился бы моими поступками, и чтобы у него было стремление их повторять и желание стать хорошим человеком. Думаю, что подаю хороший пример, и отцовство делает меня гораздо сильнее. Сын дает мне очень большую мотивацию, ты просто становишься таким человеком, что нет роли и гордости больше, чем это. Переход сюда, как мы отметили, был переменой. Получал ли ты советы от какого-нибудь футболиста, как справляться со здешним темпом жизни, как почувствовать себя как дома в этой команде? Ух, наверное, их было столько, что если я начну перечислять, придется назвать всех. Тут очень трудно выделить кого-то одного. Каждый мне помогал, как на поле, так и за его пределами. И я получил массу советов. Ну, каждый помогал в чем-то, объяснял взаимоотношения, потому что французский менталитет, ну, знаете, он отличается от итальянского. Люди тут другие, ко всему пришлось привыкать. И я очень счастлив, что попал к таким хорошим людям, в такой классный клуб. Мне нравится французский менталитет, их подход к футболу, к жизни. И в целом я очень счастлив быть членом этой команды. Повторюсь, что всех игроков не перечислю, но хочу поблагодарить каждого, что меня так приняли, дали почувствовать себя как дома и столько объяснили про клуб и про жизнь во Франции. Мы слышали, что в Неаполе ты видел развалины Помпеи. А что ты успел увидеть здесь? И что бы посоветовал посмотреть человеку, который впервые приехал в Париж? Ну, разумеется, из того, что ты сам уже успел увидеть. Эйфелеву башню я видел еще до того, как приехал сюда. Это, наверное, самое главное в Париже. Мне удалось ее увидеть еще задолго до этого. А сейчас я тут не часто выхожу на улицу. Тут такой график, что тебе скорее приходится отдыхать. Поэтому я больше времени провожу дома и редко выхожу в город. Ну, может быть, пару раз выходил с ребенком посмотреть на Эйфелеву башню. Да, пожалуй, все. А расскажи о работе с Луисом Энрике. Каково это с ним работать? Можешь ли сравнить этот опыт с предыдущим, который у тебя был? Какие есть сходства? Чем Энрике впечатлил тебя лично? Вначале ты сказал, что для тебя было важно доверие тренера.
В карьере футболиста очень важна роль тренера. Меня впечатлило то, какой он человек и как обращается с футболистами. Когда тренер подходит, тихо и спокойно объясняет какие-то моменты, тогда футболист старается все осмыслить и показать на поле максимум. Подобным поведением и подходом он дает тебе почувствовать, что выкладываться нужно по максимуму, как на поле, так и за его пределами. Биться за клуб, за тренера, за всех болельщиков. Мы все хорошо знаем, какой он тренер и каким был раньше. Но на меня он произвел впечатление именно своей человечностью, умением объяснять какие-то детали. Я очень счастлив, что попал к нему в команду. Его спокойствие просто заразительно. Он создает очень позитивную обстановку в команде. Тебе уже удалось завоевать с ПСЖ титул чемпиона Франции. Кстати, поздравляю тебя с этим достижением. Какие ощущения по этому поводу? Стал больше ощущать себя как дома? Конечно, я очень счастлив, что и во Франции мне удалось выиграть чемпионат. Но, знаете, у нас еще много целей, есть шанс выиграть еще 2 титула. Постараемся выложиться на поле по максимуму и получить то, что заслуживаем. Мы делаем все для этого, много трудимся, тренируемся. Сейчас у нас максимальная концентрация на том, что для нас еще не все закончилось. Даже совсем наоборот, в этом месяце все только начинается для ПСЖ, и мы должны приложить максимум усилий. Вернемся к теме Лиги Чемпионов. У тебя была короткая пауза, но ты снова вернулся туда. В прошлом интервью ты сказал, что главное отличие местного чемпионата от Лиги Чемпионов — это темп игры. Уже с опытом игры в ПСЖ, в играх на вылет, где ты преодолел несколько стадий, что для тебя значит этот турнир и что он значит для Пари Сен-Жермен? Это, наверное, самый большой турнир в футболе, самый важный. Играть в нем мечта всех футболистов, и все, конечно, хотят его выиграть. Но это очень сложно. Да что ж, если даже попасть сюда не так просто, само название говорит о том, что тут играют чемпионы, и у всех есть навыки и качества, необходимые для того, чтобы выигрывать. Мы тоже стараемся показать свой максимум, и думаю, пока идем очень хорошо. Главное — сосредоточиться на игре и в каждом матче, и в каждом моменте играть максимально внимательно. Думаю, для нас все возможно. Посмотрим. Время и футбольный бог покажут, как и что будет. Твой гол с Астон Виллой помог ПСЖ пройти в полуфинал Лиги Чемпионов. А можешь вспомнить гол, который был еще важнее или еще лучше? Не знаю, я забивал красивые голы. Сложно так оценить, какой был лучше. Но когда ты рвешься в полуфинал Лиги Чемпионов и забиваешь гол в такой важный момент, играя на своем стадионе, при своих болельщиках, за свою команду, он будет самым важным. Забить такой красивый гол — отличный повод для радости. Я был счастлив в тот момент. И надеюсь, в будущем забью голы еще более важные и красивые, чем этот. Кстати, об эмоциях. Что вызывает наибольшее волнение, когда ты на поле: гол или есть что-то другое? Наверное, самое волнительное, когда забиваешь гол, и, конечно же, когда команда побеждает. Я еще никогда не играл в финале большого турнира, и не знаю, может быть, тогда просто победа приносит большую радость и эмоции. Это больше, чем гол даже. Но, наверное, забить гол для футболиста, вы знаете, именно вот эти 2 секунды, когда мяч влетает в сетку, вряд ли можно их прочувствовать, если ты не играешь в футбол. Счастье, что такие моменты можно часто испытать с этой атакующей линией ПСЖ. Насколько приятно тебе играть с ними?
Ой, очень приятно, и их индивидуальные положительные качества очень помогают мне создавать моменты. Крайне приятно, когда рядом такие быстрые, техничные футболисты, которые могут создать гол из ничего или отдать тебе такой ассист, где нужно просто не промахнуться и забить. Я очень рад, что рядом со мной такие футболисты. Наверное, эти нападающие действительно одни из лучших в мире. Как ты думаешь, обуславливает ли качество твоей игры, игры того же Баркаля, Дуэ, конкуренция за место в основе? Для начала скажу, что это очень хорошо, что в команде есть конкуренция, но верно и то, что мы не соперничаем друг с другом, а просто мотивируем работать еще больше. Думаю, в целом это положительно сказывается на команде. У тебя нет возможности расслабиться, потому что вокруг тебя такие же сильные игроки. Приходится выжимать из себя максимум. Так мы становимся сильнее, помогаем и стараемся развить друг друга. Конкуренцию лучше, чем это, трудно представить. И очень хорошо, что у нас она именно такая. Этой весной у Дембеле была впечатляющая статистика, теперь она лучше у Дуэ. Что ты думаешь, отличает Дуэ от других партнеров по атаке и что делает его уникальным? Я думаю, что стоит отметить игру всех нападающих, Дембеле, Баркаля, других форвардов. Все очень хорошие футболисты, способны играть на самом высоком уровне. То, что есть у Дуэ, и то, что мне в нем нравится, это его умение доверять себе. Ведь парню всего 19-20 лет, ему дарован талант, и он может добиться еще большего. Что, на мой взгляд, его отличает от других молодых футболистов, так это то, как он любит футбол, каким большим профессионалом является. Это большая редкость в его возрасте, играть так круто и профессионально. Все верят в него, в его талант, и он очень нам помогает. Мы очень счастливы, что у нас в команде такой футболист. Помимо него у ПСЖ есть такие нападающие, что на данный момент это одна из самых опасных атакующих команд в мире. Так получилось, что путь ПСЖ к финалу проходит через 3 английские клуба: Ливерпуль, Астон Вилла и Арсенал. Что можешь сказать перед играми с лондонской командой? С одной стороны, хорошо, с другой, может, и не очень, потому что они же нас тоже анализируют. Конечно, мы смотрим их матчи. Хорошо, что мы уже тоже хорошо понимаем английский футбол. Мы прошли Ливерпуль и Астон Виллу. Приложили все усилия, чтобы победить. Думаю, это поможет нам добиться результата и в матчах с Арсеналом. Сегодня и другие футболисты сборной Грузии на новом этапе. Это результат в том числе и игры национальной команды на Евро. Сейчас на холодную голову уже легче оценивать. Вот как ты думаешь, насколько важным был тот успех для Грузии и какие у него могут быть последствия? Думаю, в этот период все хорошо увидели, что очень большое значение имело наше участие в чемпионате Европы 2024 года. Наверное, многие не ожидали тех результатов, которые мы показали, ведь мы вышли из довольно непростой группы, бились с Испанией, вообще сделали все, что могли, даже и пройти дальше. Мы забили первыми, вели в счете. И, наверное, если бы мы завершили первый тайм с положительным итогом, то, возможно, было все. Нам сейчас видно, как вся молодежь, все дети хотят стать футболистами. Это все очень помогает стране. И я думаю, сейчас может появиться много молодых талантов. Верю в то, что действительно появится. Нам, участникам Евро, было очень важно показать максимум жителям нашей страны, молодежи, детям, у которых есть эта мечта. И думаю, мы убедили их, что все возможно. Главное продолжать стремиться к своей мечте, никогда не останавливаться. Остальное это уже вопрос времени. Главное любить свое дело и давать ему максимум. И тогда, как мы смогли, так и они смогут сделать все в этом виде спорта. Вот такое интервью.
Мне кажется, что задали практически все вопросы, которые большинство болельщиков мучают с момента перехода Хвичи в Париж. Ну, наверное, таких вопросов будет еще больше, если Париж в итоге доберется до финала или вдруг возьмет трофей. Давайте верить, что это получится. Я повторюсь, если вы хотите, чтобы таких материалов было еще больше, переходите по ссылке, отправляйте ваши донаты, и я думаю, что не будет никаких проблем, чтобы материалы подобные переводить, переозвучивать и делать такие полноценные новые видео. Ну а я хотел с вами поделиться еще одной мыслью. Есть у меня идея расширить наш канал и делать, знаете, не только футбольные обзоры, но и заняться, например, кулинарией, потому что вы видели фотографию хачапури, которую испекла моя жена, и вот мы подумали, что если мы, например, будем показывать, как мы готовим блюда грузинской кухни, а вы, может быть, даже какие-то свои рецепты будете присылать, и мы это вместе будем делать. Это, конечно, не совсем футбол, но мне кажется, что, знаете, сборная Грузии, вообще грузинский футбол, это уже больше, чем спорт, больше, чем футбольная спортивная команда. Поэтому вот есть такая идея, пишите, и пишите, может быть, у вас уже есть какие-то рецепты, какие-то заготовки. С радостью почитаю ваши комментарии. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки и вообще за любую активность. Надолго не прощаемся, скоро совсем ответный матч ПСЖ-Арсенал уже в Париже. И мечта, сказка, которая продолжается, будем надеяться, она и для Хвичи тоже продолжится. Всем счастливо, до новых встреч. Вы сейчас, по мнению многих, ну, наверное, одни из главных фаворитов на победу в Лиге Чемпионов вместе с Барселоной. Вы верите лично в раздевалке, как команда, что вы можете выиграть? Вы знаете, в жизни, как и в футболе, все возможно, но я думаю, мы концентрируемся на предстоящих играх, в наших мечтах выиграть этот турнир, но нам нужно быть скромными, делать нашу работу, доверять тренеру, и все получится.